Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает нам, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, шторма сметают все на своем пути, и кажется, что стихия только набирает обороты. Планета охвачена землетрясениями, ураганами, оползнями и наводнениями. Всего лишь за одни сутки произошла масса событий. И сегодня мы все это вам покажем. 8 и 9 января Великобритания столкнулась с разрушительными последствиями мощного зимнего шторма Гаретти, который принес на острова ураганный ветер, экстремальные снегопады и масштабные перебои в подаче электроэнергии. Метеорологическая служба страны охарактеризовала стихию как многофакторное погодное явление, представляющее прямую угрозу для жизни, и впервые за долгое время объявила высший, красный уровень опасности для Корнуолла и островов Сили. Основной удар стихии пришелся на юго-запад Англии, где порывы ветра достигали 159 км в час, что привело к массовому падению деревьев, повреждению зданий и возникновению гигантских волн в прибрежных районах. Одновременно с этим центральные и северные регионы страны, включая Уэльс, Мидлендс и Йоркшир, оказались под мощным снежным покровом. В отдельных районах выпало до 30 сантиметров снега, что практически полностью парализовало дорожное движение. Разрушительная сила шторма оставила без электричества десятки тысяч домохозяйств. На пике непогоды в пятницу вечером только в юго-западной Англии было обесточено более 38 тысяч объектов, а в целом по стране перебои затронули свыше 65 тысяч потребителей. Транспортная система Великобритании погрузилась в хаос. В аэропорту Хитроу было отменено не менее 69 рейсов, что нарушило планы 9 тысяч пассажиров, а железнодорожное сообщение по всей Великобритании было ограничено из-за упавших на пути деревьев и обрыва линий электропередач. Десятки дорог, включая ключевые магистрали в Дербишире и Уэльсе, были закрыты из-за заносов и гололедицы. Непогода заставила власти закрыть сотни учебных заведений. Только в Шотландии из-за снегопадов не открылись более 250 школ. Аналогичные меры были приняты в Мидлендсе и Уэльсе. Несмотря на масштабное разрушение, в том числе потерю 80% деревьев на территории исторического острова Сент-Майклс-Маунт, сообщений о погибших или серьезно пострадавших в ходе активной фазы шторма не поступало. Ситуация осложняется сохраняющимися морозами и предупреждениями о риске наводнений, причиной которых станут последующие таяния снега и проливные дожди в восточных частях страны. На Приморский край и его столицу Владивосток обрушился первый в этом году мощный снежный циклон, сопровождавшийся ураганным ветром и вызвавший транспортный коллапс. Основная фаза удара стихии пришлась на день субботы и ночь на воскресенье, когда на большей части территории края выпало от 6 до 19 мм осадков, а в южных и восточных районах более 20 мм осадков за 12 часов. В самом Владивостоке 10 января в городе выпала месячная норма осадков – около 13 мм, что образовало снежный покров высотой до 25 сантиметров. Снежная буря сопровождалась штормовым ветром, порывы которого на побережье и островах достигали экстремальных 30 метров в секунду, что приводило к практически нулевой видимости и образованию гигантских сугробов. Последствия непогоды оказались разрушительными для городской инфраструктуры. Из-за налипания мокрого снега и сильного ветра произошли массовые обрывы линий электропередач, оставившие часть домов без света, а на дорогах образовалась сильная гололедица. Во Владивостоке был введен режим повышенной готовности, временно закрыто движение для большегрузного транспорта и ограничены въезды на наиболее крутые спуски и подъемы. Городские службы в круглосуточном режиме ведут ликвидацию последствий разгула стихии, задействовав сотни единиц спецтехники. Однако уборка серьезно осложняется брошенными на дорогах автомобилями. Жителям региона рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте и выхода на лед, так как циклон вызвал взлом припайного льда в заливах. К утру 11 января интенсивность осадков начала снижаться, но метеорологи предупреждают о сохранении низкой температуры и сильного ветра в течение всего дня.
В ночь с 8 на 9 января северные и северо-западные регионы Франции оказались во власти разрушительного зимнего шторма Гаретти, который принес ураганный ветер, проливные дожди и вызвал масштабный транспортный хаос. Основной удар стихии пришелся на Нормандию и Британь, где порывы ветра достигали экстремальных значений. Метеостанция в Барфлёре на полуострове Котантен зафиксировала рекордную скорость 213 км в час. В связи с прямой угрозой жизни в департаменте Манш впервые за долгое время был объявлен высший красный уровень метеорологической опасности. Разрушительная сила шторма привела к массовому отключению электроэнергии. На пике непогоды без света остались около 380 тысяч домохозяйств. При этом наиболее пострадавшая Нормандия составила большую часть этого числа – более 229 тысяч отключений. Стихия нанесла значительный материальный ущерб, вызвав падение тысяч деревьев и повреждение крыш жилых домов. По предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. Влияние шторма затронуло и критическую инфраструктуру. Работа одной из атомных электростанций была нарушена из-за погодных условий. Транспортная система севера страны была практически парализована. Национальный оператор Société Nationale du Chemin de Fer Français полностью приостановил движение поездов между Парижем и Нормандией, а также на ряде линий в регионе Иль-де-Франс, включая полную остановку поездов Réseau Express Régional D в пятницу утром. В Париже и прилегающих районах шторм привел к закрытию парков и садов. Более 13 500 домов в столичном регионе столкнулись с перебоями в энергоснабжении. К середине дня 9 января Гаретти начал терять интенсивность, смещаясь в сторону стран Бенилюкса. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий наводнений и восстановление поврежденных линий электропередач. В южноафриканском регионе Оверберг продолжается масштабная гуманитарная и экологическая катастрофа, вызванная неконтролируемыми природными пожарами в районах Пёрли-Бич и Стэнфорда. Огонь, бушующий в Пёрли-Бич уже более недели, 9 января совершил резкий разворот на 180 градусов и под воздействием сильного ветра начал стремительно распространяться в восточном направлении, охватив территорию популярного курорта Пёрли-Бич Резорт, заставив власти начать экстренную эвакуацию жителей улиц Бродвей, Люксолвени и Панорама. В Стэнфорде ситуация остается критической. Пламя, уничтожившее более 5300 гектаров земли, вплотную подошло к жилым постройкам и промышленной зоне, что привело к эвакуации более 120 человек из неформального поселения Дикоп и создало угрозу для района Тембелеле. Стихия нанесла колоссальный ущерб инфраструктуре и частной собственности, уничтожены десятки домов, повреждены линии электропередач, а сельскохозяйственный сектор, особенно фермы по выращиванию цветов и виноградники, понес невосполнимые потери. Серьезно пострадал заповедник больших кошек «Пантера Африка», где огонь разрушил вольеры и вспомогательные помещения, в результате чего некоторые животные получили ожоги. В борьбе с огнем задействованы объединенные силы пожарных департаментов Оверстранда, Кейптауна и Стелленбоса, а также специализированные группы и авиация. Работа спасателей осложняется экстремальной жарой выше плюс 30 градусов Цельсия, густым дымом и переменчивым сильным ветром, который способствует возникновению новых очагов возгорания. На ряде участков трассы Р-43 введено ограничение движения, жителям и туристам рекомендовано немедленно покинуть опасные зоны при первых признаках задымления, не дожидаясь критического момента. Общая площадь выгоревших земель в регионе уже превысила 37 тысяч гектаров. Пожарные бригады продолжают работу в круглосуточном режиме, пытаясь сдержать продвижение огня к заповедникам и населенным пунктам. В четверг в горном массиве Андорры произошел инцидент, едва не ставший трагическим. Опытный лыжник вместе со своей собакой попал в лавину в районе пика Чим-де-Лартель, расположенного в приходе Андорра-Лавелья. Происшествие случилось на северо-восточном склоне на высоте около 2400 метров над уровнем моря. Несмотря на то, что официальный прогноз лавинной опасности на тот день составлял умеренные 1-2 балла по пятибалльной шкале, лыжник, совершавший спуск вне трасс, невольно
невольно спровоцировал сход снежной массы. Спортсмен хорошо знал эту местность и в текущем сезоне спускался по данному склону уже 7 или 8 раз, однако нестабильность снежного покрова в сочетании с недавними снегопадами привела к обрушению пласта. Видеозапись момента происшествия, опубликованная самим участникам событий, послужила наглядным предупреждением для сообщества фрирайдеров о коварстве даже знакомых маршрутов в условиях переменчивой зимней погоды. Провинция Кордова в Аргентине оказалась в эпицентре экстремальных погодных явлений, кульминацией которых стало появление торнадо в районе горного поселка Ла-Кумбресита. Необычное для этой высокогорной местности метеорологическое явление было зафиксировано местными жителями и туристами в утренние часы на фоне действующего желтого уровня опасности, объявленного Национальной метеорологической службой для всей территории провинции. Формирование воронки сопровождалось резким потемнением неба и интенсивными грозами, которые сменили установившуюся в начале января аномальную жару. Сильный ветер и грозовая активность стали причиной обрывов линий электропередач и падения деревьев. Несмотря на визуально угрожающий характер торнадо в Ла-Кумбресите, официальных данных о погибших не поступало. В ночь на 9 января колумбийский город Жерардот, расположенный в департаменте Кундинамарка, столкнулся с чрезвычайной ситуацией, вызванной проливными дождями. Интенсивные осадки привели к резкому повышению уровня воды в местных ручьях и выходу из строя системы ливневой канализации, которая не справилась с аномальным объемом воды. В результате разгула стихии сразу несколько жилых районов города оказались подтоплены. Наиболее критическая ситуация сложилась в кварталах Вивисоль, Санта-Исабель и Голгота. Масштаб бедствия затронул более 1200 семей, многие из которых потеряли имущество и были вынуждены эвакуироваться. Сообщается о вывозе людей из как минимум 30 наиболее пострадавших зданий. Наводнение сопровождалось оползнями и размывом дорожного полотна, что существенно затруднило передвижение по городу и работу общественного транспорта. По предварительным данным от местных властей и экстренных служб, в результате разгула стихии погибли 10 человек и еще более 20 получили ранения различной степени тяжести. Муниципальные службы спасения и пожарные департамента Кундинамарка были переведены в режим максимальной готовности для проведения поисково-спасательных операций и очистки ливневых стоков от мусора. Ситуация в Жерардоте остается напряженной. Синоптики предупреждают о новых осадках в центральных регионах Колумбии. В пятницу южная турецкая провинция Хатай столкнулась с сильным штормом, который привел к образованию кратковременного смерча и гигантских морских волн, обрушившихся на прибрежные районы. Основное воздействие стихии наблюдалось в районах Искендерун и Самандак. Смерч сформировался над заливом Искендерун, но вскоре рассеялся над водой, не достигнув береговой линии. Тем не менее, мощный шторм и порывистый ветер спровоцировали сильное волнение на море, что вызвало значительные приливные волны и локальные подтопления. Сильный ливень и град нарушили повседневную жизнь в Искендеруне и Арсузе. Некоторые местные предприятия пострадали от наводнений, дороги оказались заблокированы из-за скопления воды и мусора. На пике непогоды несколько районов остались без электроснабжения. Для устранения последствий стихии, восстановления дорожного движения и электроснабжения в пострадавшие районы направлены аварийные бригады. С 8 по 11 января город Мири и одноименный округ в штате Саравак в Малайзии оказались в зоне сильного наводнения, вызванного непрекращающимися муссонными ливнями. Обильные осадки, начавшиеся в ночь на 9 января, привели к быстрому переполнению дренажных систем и затоплению низменных районов, что парализовало движение на ключевых дорогах, включая трассу Мири-Пуджут. В самом городе под водой оказались промышленные зоны, территории вокруг кампуса университета Кертин и жилые кварталы, такие как Кампунг Леренг-Букет и Десса Сенадин. Вода залила проезжую часть и начала проникать в дома.
К утру 11 января в округе Мири были развернуты 4 пункта временного размещения, в которых укрылись более 160 человек. Одной из первых точек эвакуации стал многоцелевой зал школы СМК Беркену, принявший 80 человек из 30 пострадавших семей. Местные власти организовали доставку продовольственных наборов и питьевой воды в центры помощи, отмечая, что нынешняя ситуация обнажила критические недостатки в городской инфраструктуре. Многие системы водоотведения, построенные десятилетия назад, не справляются с объемами воды в условиях стремительной урбанизации. Несмотря на продолжающиеся работы по строительству новых дамб и систем защиты от наводнений, завершение которых намечено на май 2026 года, жители Мири остаются в состоянии риска из-за прогнозов Метеорологического департамента Малайзии о сохранении штормовой погоды. Ситуация в регионе осложняется общим ухудшением метеоусловий в штате Саравак, где общее число эвакуированных к 11 января достигло почти 3900 человек. Власти призывают население прибрежных и низменных районов Мири заранее подготовиться к ожидаемым в середине января аномально высоким приливам, которые могут замедлить сток речных вод и спровоцировать новую волну подтоплений. «10 января округ Балай-Каранган в районе Сикаям, расположенный в индонезийской провинции Западный Калимантан, оказался в зоне масштабного наводнения, вызванного непрекращающимися проливными дождями и выходом из берегов реки Сикаям. Стихийное бедствие парализовало жизнь в приграничных районах. Уровень воды в жилых кварталах Балай-Карангана и соседнего Энтиконга достиг 1 метра, местами поднимаясь до уровня пояса взрослого человека. Наводнение серьезно нарушило транспортное сообщение на национальных дорогах, ведущих к границе с Малайзией. На участке дороги в деревне Бидуае было зафиксировано несколько критических точек подтопления, из-за чего проезд стал невозможен для легковых автомобилей, а движение грузовиков и автобусов было крайне затруднено. В пострадавших районах Сикаям и Энтиконг затоплены сотни домов, тысячи людей эвакуированы. Региональное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Сангау совместно с полицией и волонтерами развернуло пункты временного размещения и полевые кухни для обеспечения пострадавших горячим питанием. В пострадавших районах начаты восстановительные работы в некоторых населенных пунктах, однако метеорологи предупреждают о сохраняющейся опасности повторных паводков, так как уровень воды в верховьях реки Сикаям остается высоким, а метеорологические прогнозы указывают на продолжение периода высокой интенсивности осадков в регионе. В субботу в округе Кудус индонезийской провинции Центральная Ява произошло обрушение моста, расположенного непосредственно перед въездными воротами в туристическую зону в деревне Кола. Инцидент стал следствием экстремальных погодных условий. На протяжении нескольких часов регион находился во власти проливных дождей высокой интенсивности, которые вызвали резкий подъем уровня воды и размыв основания дорожной конструкции. Мост, являющийся ключевым звеном транспортной артерии к популярному туристическому объекту, практически полностью рухнул, что привело к полной блокировке доступа транспортных средств к терминалу Висата Кола и прилегающим населенным пунктам. По информации регионального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Кудос, обвал дорожного полотна произошел внезапно, однако по счастливой случайности в момент катастрофы на мосту не было автомобилей и пешеходов. Это позволило избежать человеческих жертв. В субботу в северной части Индонезии произошло мощное землетрясение, эпицентр которого находился у берегов архипелага Талаут в провинции Северной Сулавеси. Сейсмическое событие было зафиксировано в 21:58 по местному времени. Различные мировые сейсмологические службы представили разные оценки интенсивности толчков. Если немецкий научно-исследовательский центр геонаук и геологическая служба США оценили магнитуду в диапазоне от 6,5 до 6,8, то Индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики сообщило о более мощном показателе – 7,1. Очаг залегал на глубине 54 километра, а эпицентр находился примерно в 52 километрах к юго-востоку от Мелангуаны, административного центра округа островов Талаут.
Сильные подземные толчки ощущались не только на самом архипелаге, но и в более отдаленных районах, включая город Манадо на северной оконечности острова Сулавеси. Несмотря на значительную мощность землетрясения, специалисты заявили, что угроза возникновения цунами отсутствует. Спустя несколько минут после основного удара последовала серия авторшоков. Магнитуда некоторых из них достигала 4,8. На текущий момент официальных данных о масштабных разрушениях или человеческих жертвах не поступало. Экстренные службы продолжают мониторинг ситуации в прибрежных общинах. Индонезия находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, где из-за стыка нескольких тектонических плит сейсмическая активность проявляется с высокой регулярностью. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.